Привет! Сегодня у меня на обзоре долгожданные беспроводные наушники QCY T18, которые также идут под названием Melo Buds. Основной отличительной особенностью данной новинки является поддержка новейшей технологии Snapdragon Sound от Qualcomm. За ее реализацию в устройстве отвечает аудиочип нового поколения QCC3050 и основной аудиокодек IPTX Adaptive. Однако, прежде чем начать свой обзор, я бы хотел уточнить пару важных деталей. Дело все в том, что сама технология Snapdragon Sound полноценно раскрывается лишь в том случае, когда оба устройства и наушники, и смартфон ее поддерживают. В теории для теста данной гарнитуры нужно бы вооружиться очень свежим смартфоном с процессором Qualcomm нового поколения. Тем не менее, в случае с моделью T18 это работает немного не так. По всей видимости, маркетологи компании решили немного слукавить, хотя чему я удивляюсь, ведь так делают многие. Так уж совпали звезды, что где-то пару месяцев назад я выпускал на своем канале ролик об aptX, в котором я рассказывал краткую историю появления этого аудиокодека и про его последующее развитие. Именно в этом видео я отчасти затрагивал технологию Snapdragon Sound и все ее преимущества. Там же я рассказывал и про новый аудиокодек высокой четкости aptX Lossless, который вобрал в себя все лучшие качества предыдущих разработок. Но в нашем случае, в случае с QCY T18 о поддержке Lossless производитель не заявляет. Здесь максимальный кодек aptX Adaptive, который поддерживается большинством смартфонов на чипах Qualcomm. Оттого я могу с полной уверенностью говорить, что мой смартфон OnePlus Nord CE хоть и не поддерживает Snapdragon Sound, но при этом работает с этими наушниками вполне себе полноценно. По крайней мере, по части звучания уж точно. И если будет интересно, то посмотреть полностью мой ролик про aptX можно по подсказке в правом верхнем углу экрана. Ну а я, в свою очередь, после такого небольшого лирического отступления, пожалуй, начну свой рассказ про эти наушники. Комплектация устройства, как всегда, весьма стандартна. Гарнитура с футляром, зарядный кабель Type-C, набор сменных силиконовых насадок и краткое руководство пользователя. Вот все то, что производитель положил в коробку. Зарядный кейс изготовлен преимущественно из белого глянцевого пластика и имеет небольшие габаритные размеры. На передней стороне находится статусный диод состояния, а на правой грани расположили серебристую овальную кнопку сопряжения и сброса в виде логотипа компании. В нижний торец встроен разъем для зарядки. Беспроводного способа пополнения энергии в этой модели нет. Емкость встроенного аккумуляторного блока составляет 380 мАч. Петля крышки пластиковая, без доводчика, однако на этот раз порадовали наличием фиксатора. Он, конечно, пока справляется со своей задачей, но есть ощущение, что со временем свои способности он утратит. Тем не менее, радует, что крышка не болтается без дела. Подключение наушников к смартфону происходит по ее открытию. При наличии установленного приложения QCY на экране смартфона появляется всплывающее окно анимации, но вылетает оно не всегда. Вообще, если говорить о программе, то на данный момент от нее пользы только две. Первое — это сразу из коробки поставить обновление, а второе — переназначить жесты управления. Как обычно, по последнему аспекту QCY радует наличием действий. Для выбора имеется одинарный, двойной и тройной тапы, а также жест по удержанию пальца на сенсоре в течение 1,5 секунд. На него зашито переключение треков без возможности изменения. Все остальные жесты можно мешать как душе угодно. Сенсорные области для управления функциями расположены на внешней стороне каждого из наушников и никак не выделены. С внутренней стороны корпуса матовые, снаружи отделаны глянцем. Встроенных датчиков автопаузы в данной модели нет. Звуководы прикрыты пластиковой сеткой, и по своей конструкции они немного короче, чем в модели T13. В целом, сама форма мне больше напоминает таковую в игровой модели G1 от тех же QCY. На T13 они похожи меньше. Амбушюры из комплекта в принципе имеют нормальное качество, лично мне подошел размер L. Сидят они неплохо и из ушей не выпадают. Но тем не менее я заметил еще одну интересную особенность. Если к наушникам применить какие-то сторонние насадки с более объемным верхом, то и посадка становится плотнее, и вместе с тем пассивная шумоизоляция проявляет себя лучше. Да и в целом на звучание это влияет сугубо положительно. Однако необходимо учесть, что сами амбушюры должны быть с коротким сердечником. В противном случае в кейс наушники не влезут. Что же касается самого звучания, то первое, что сразу понимаешь, включив любой трек на своем смартфоне, то это то, что наушники играют интересно, очень чисто и немного необычно, но при этом какого-то эффекта вау сам звук не производит. Однако длится этот момент лишь первые несколько минут, и как гласит известная фраза, все познается в сравнении. И вот в таком сценарии, если хотя бы немного послушать какие-нибудь другие TVS наушники, то можно отчетливо понять и услышать разницу в звуковой подаче, услышать то, на что раньше даже внимания не обращал.
Звучание QC T18 по своему характеру очень отличается от других динамических наушников. Не то чтобы я никогда такого не слышал, но тем не менее звучание здесь довольно интересное. Оно более детализированное, ровное и не приукрашено чрезмерными басами, как это любят делать многие производители. Лично, по моему мнению, в этих наушниках можно слушать абсолютно любой жанр музыки. И вот что бы ты ни поставил на воспроизведение, ты услышишь хороший, плотный и сбалансированный звук с отличной детализацией и без перегрузов, причем даже на максимальном уровне громкости, которого, к слову сказать, здесь положили более чем достаточно. Наушники не тихие. Слушать их на сотке продолжительное время сможет далеко не каждый. Тем не менее, свой тест автономности я проводил на отметке в 100%. Результат меня весьма порадовал и составил 6 часов и 18 минут на одном заряде. При всем при этом я неспроста оставил напоследок звуковые настройки в самом приложении. По какой-то причине именно для этой модели вся вкладка с музыкальными пресетами и эквалайзером не работает. Что бы ты ни пытался выбрать или накрутить собственноручно, звук от этого никак не меняется. В других моделях QC разницу было слышно мгновенно. Возможно, эту недоработку скоро с обновлением поправят, но пока эта страница в приложении для этих наушников уж точно бесполезна. Также здесь хотелось бы отметить, что встроенный игровой режим, который имеется в данной модели, можно активировать только жестом с наушников. Рычаг в строчке с данной опцией в приложении постоянно отскакивает на положение «выключено». Тем не менее, играть в наушниках комфортно, режим рабочий и на слух задержку уловить весьма сложно. По моим замерам, в популярных шутерах PUBG Mobile и Call of Duty Mobile интервал отставания звука составил 160-240 миллисекунд, что весьма стандартно для устройств с подобной опцией. Помимо всего прочего, QC T18 умеет в мультипоинт, причем переключение здесь бесшовное. Если сопрячь наушники между двумя устройствами, к примеру ноутбуком и телефоном, то работа мультиподключения будет происходить с приоритетом на входящий звонок. Функция удобная и в таком формате многими востребована. Ну что же, вроде бы про все основные функции наушников я рассказал, так что осталось послушать работу встроенных микрофонов. Ну что ж, друзья, пришла пора протестировать встроенные в наушники QC T18 микрофоны. Первый тест у меня сейчас в комнате, в которой ничего не шумит. Здесь абсолютная тишина и, можно сказать, такие вот идеальные условия. Примерно как-то так тебя будет слышать собеседник, если ты будешь с ним разговаривать по этой гарнитуре, находясь вот в таких вот условиях обстановки. Я сейчас нахожусь в парке, дует такой легенький ветерочек мне в лицо периодически. Машин, к сожалению, здесь нет. Да и не настолько здесь шумно, чтобы, в принципе, как-то нагружать эти микрофоны. Но, тем не менее, довольно спокойная такая обстановка. Для этих микрофонов, наверное, самое лучшее решение, потому как я вот прослушал тест в автомобиле, и, если честно, то, что получилось, меня не особо порадовало. Ну, вот как-то так отрабатывают наушники, а точнее микрофоны в этих наушниках. Соответственно, можно сделать какие-то выводы. Ну что же, а у нас на очереди традиционный автомобильный тест. Наушники QC T18. Сейчас окна закрыты, и я их открываю на полном ходу. Скорость у меня порядка 70 км в час. Проспект Мира. Утро. Едут все на работу. Куча машин с одной стороны, с другой стороны. В принципе, я еду по довольно сильном потоке. И плюс ко всему еще снимается с двух сторон ветер. Так что примерно можно прикинуть, как без этих разговаривать по этой самой. Ну а вот еще один небольшой тест работы микрофонов в наушниках QC T18. Сейчас это уже торговый центр. Довольно шумная локация, здесь музыка играет на фоне. Народу может быть и не так много, но тем не менее гул такой стоит небольшой. Ну и подводя сегодня некий итог, могу сказать, что в целом QC T18 модель весьма интересная, по крайней мере по части звучания уж точно. Если учесть их нынешнюю стоимость, а пока они ко мне добирались около 2 месяцев, они успели упасть в цене аж в 2 раза, то за плюс-минус 2000 рублей получить хороший звук с мультипоинтом и полноценным управлением весьма и весьма неплохо. Конечно, в них есть определенные минусы и недоработки, особенно по части приложения, но, к примеру, плохими эти наушники я точно назвать не могу. В любом случае, окончательный выбор придется делать самостоятельно. Я же со своей стороны вроде бы все, что хотел про эти наушники, рассказал. Если же остались вопросы, то задавай их в комментариях под видео, либо заходи в телеграм-группу вопросов и ответов. Спасибо за просмотр, скоро увидимся. Пока-пока.